Задался в один из дней я, значит, вопросом насчет экрана для своего проектора. С одной стороны, светить на белую стену вполне нормально. А с другой стороны, купить на Алиэкспрессе XXL Ultra Wide, самая широкая в мире, самая отражающая, и вообще ты никогда в жизни такое не видел, за 0,20 центов полотно, как бы, ну, выглядит неплохо, да? Хочется. Так вот, поговорим о втором варианте. Начнем с того, что я использую проектор как основной мультимедийный экран. К нему подключена моя PlayStation 5, на нем я играю и смотрю фильмы и сериалы. У меня проектор BenQ TH685. Отличный, быстрый и очень яркий проектор. В принципе, его яркость, если выкрутить все параметры на 100%, то светить на белую стену с расстояния там в 4-5 метров вполне за глаза. Ну, как бы реально яркости очень сильно хватает. Но, как бы так вот сильно терроризировать проектор мне не хочется использовать его ресурсы постоянно на 100%, да, все-таки хочется, чтобы лампа пожила дольше. Соответственно, хотелось купить какой-то нормальный экран, чтобы поставить там настройки на средние яркости, да, и чтобы он себе спокойненько светил, и я получал, в принципе, такое же яркое изображение. Собственно, именно поэтому я и заказал себе экран. В моем случае я выбрал просто ткань, чтобы потом приделать ее к своему креплению. Я делал ремонт в доме, и раньше я светил в гостиную просто на стену, но когда было принято решение сделать крышу, то в планах сразу было расположить проектор там. И в процессе ремонта также решили сделать из экрана некое подобие стены/двери. Возвращаясь к самому экрану, по факту это обычный кусок ткани, такой пластиковой ткани, назовем это так, у которого на одной стороне нанесено светоотражающее покрытие. Все очень просто. И в принципе тут и кроется главный теоретический плюс и практический минус. В описании к этим экранам вам пишут чистую правду, что сам экран отражает свет и делает картинку ярче. Это факт. Но вот есть один нюанс. Все подобные светоотражающие поверхности отражают свет ровно в ту сторону, откуда он падает. В принципе, плюс-минус об этом тоже вас предупреждают, когда вы покупаете экран. Там обычно есть такое, что, мол, типа там 0-10 градусов от того, куда попадает свет, и, короче, бла-бла-бла, но что мы имеем на практике? На практике это выглядит так. Экран отражает яркое изображение только в сторону, откуда идет проекция. И в случае с обычными ламповыми проекторами, ваша проекция будет исходить либо сверху, если проектор на потолке или полке, либо снизу, если он на той же полке, только снизу, или столе, но никак не на уровне ваших глаз. Соответственно, в итоге мы имеем среднего качества картинку, которая по факту не сильно отличается по яркости от просто белого экрана. Раньше я использовал экран уже готовый на 100 дюймов с кольцами, там по факту была такая как бы черная основа, и на ней был нанесен белый экран. Что-то было наподобие такой, знаете, глянцевой белой краски. И мне кажется, это вообще по факту одно из самых идеальных отражающих поверхностей, потому что, в принципе, оно реально отражает свет везде. У вас угол обзора будет максимальный. Да? Вы сидите сбоку, стоите справа, не знаю, лежите сверху, сидите снизу и так далее. Откуда бы вы ни смотрели, в принципе, изображение будет везде одинаково качественно. Но, как оказалось, и у моего типа экрана тоже есть плюсы. Во-первых, он очень легкий, тонкий, достаточно прочный и не растягивается. В моем случае, когда его достаточно часто нужно поднимать и опускать для доступа в каморку, это идеально. Плюс он практически не просвечивается. Кстати, крепление для проектора мы сделали сами. Просто нашли на барахолке некое подобие москитной сетки, только для двери, да, такая, чтобы типа, мы могли просто дверь закрыть, да, и там полностью москитная сетка. Вот мы ее купили за смешные деньги, 5 евро или что-то такое. И потом просто открутил разъемчик, вытащил оттуда сетку, добавил туда свой экран, готово. Изи-пизи. Как итог скажу так, что если вы хотите купить себе светоотражающий экран, напоминаю, именно светоотражающий экран для вашего лампового стандартного проектора, вам по факту нужно знать одно, да, что он отражает свет ровно туда, откуда он идет. И я очень сильно сомневаюсь, что ваш проектор стоит примерно на уровне ваших глаз, потому что если он стоит на уровне ваших глаз спереди, то он, соответственно, вам виден и вам мешает. Если он стоит сзади, то, соответственно, он проецирует изображение через вас, и у вас будет ощущение конченного зрителя, который постоянно мешает, как будто вы в кинотеатр, да, и какой-то мудила сел перед вами и не дает вам посмотреть. Вот, только в этом
как бы варианте мудила это вы, но не факт. Как бы такой вариант мы тоже не рассматриваем. Соответственно, вы ставите проектор либо сверху, либо снизу. В этом плане я бы, наверное, лучше порекомендовал вам обычный белый глянцевый экран. В случае, если у вас там, например, лазерный короткофокусный проектор, то такой экран вам 100% точно не подойдет, и вам нужно смотреть либо в сторону самого обычного экрана, да, обычный белый экран или просто белая стена, вполне достаточно, либо же конкретно ALR экран, который 1000% стоит своих денег. Если вы потратили достаточное количество денег на проектор, то поверьте, потратить дополнительные деньги на экран, это оно того стоит. Я такое использовал, у меня есть такой опыт, я это изображение видел, и оно стоит каждого цента, потраченного на экран. Короче, если у вас лазерный проектор, то ALR экран, сколько бы он денег не стоил, это 100% того стоит. Горит свет во всей квартире, и я смотрю, блин, офигенное изображение, вот офигенно. Вот прям да. И да, друзья, напишите, кстати, если у вас есть проектор, во-первых, какой проектор вы используете, потому что мне очень интересно. Интересно, как он что-то с Алиэкспресса или что-то там подороже, или реально короткофокусный за вообще кучу денег. И какой экран вы с ним используете, и удовлетворены вы этим или нет, потому что это самое важное. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, это видео вам было интересно. Не забывайте прожимать лайк, подписываться на канал. С вами был Стас. Увидимся с вами в других видео. Пока!